Всем привет, друзья, это канал Sergio SG. Сегодня мы поговорим о насущной проблеме вылета игр, с которой я столкнулся полгода назад и все думал, как ее решить. Потому что некоторые игры, допустим, как Resident Evil, они шли прекрасно и никогда не подводили. Другие игры почему-то вылетали. Причем вылетали иногда прям постоянно, то есть там через каждые 15-20 минут, иногда чаще. И даже если я уменьшал настройки графики, они продолжали вылетать, но только реже. Поэтому я думал, что проблема в видеокарте или в чем-то таком, может быть, с памятью, да, там медленные диски, где кэшируются файлы. В общем, очень долго я никак не мог понять, в чем же проблема. Да и оказалось, что все дело в процессорах Intel 13 и 14 поколения. Так что если у вас что-то наподобие i7, i9 13-14 поколения и постоянно вылетают игры, какие-то определенные, то, скорее всего, я знаю, что нужно делать. Дело у нас в том, что при слишком высоких напряжениях КПУ сыплет данные, и любые программы, которые декомпрессируют файлы, падают. Поэтому и получаются вылеты, особенно на движках Unreal Engine 5. Как раз таки Inzoi и Silent Hill 2, они у меня даже не запускались. Вот, потому что они как раз на 5-м Unreal Engine. И если с проблемой мы разобрались, то что делать? В первую очередь нужно попробовать перепрошить BIOS. У меня материнская плата производителя Asus, соответственно, я иду к ним на сайт и качаю обновление там. Вот здесь лежит обновление для моей материнской платы. Что делать с файлом обновления BIOS? Сначала нужно распаковать zip-архив. Внутри будут файл BIOS с длинным именем, да, и утилита BIOS Renamer, которая как-то переименовывает тот файлик. Значит, мы распаковываем zip-архив в какую-то папку. Далее мы запускаем BIOS Renamer. Всплывает черное окошко, утилита сразу переименует найденный cap файл и напишет Press any key. Нажмите любую клавишу, окно закроется. После того, как мы подготовили файл обновления BIOS, мы ищем флешку. Флешка должна быть FAT32 и больше 1 гигабайта памяти. С помощью программы Acronis Disk мы проверяем свою флешку, что все в порядке, и желательно с помощью этой же программы ее отформатировать, да, очистить заранее, чтобы никаких файлов там скрытых не попадалось, ничего на ней не было, а затем в ее корень закинуть файл обновления, который мы скачали. Далее мы прошиваем BIOS через специальный USB-порт на материнской плате сзади компьютера. Что мы делаем дальше? Полностью выключаем компьютер, но оставляем блок питания включенным. Питание, естественно, должно быть. Вставляем флешку в порт, подписанный либо BIOS, либо флешбэк. Рядышком будет маленькая кнопочка, которая тоже называется флешбэк. Мы ее нажимаем и держим около 3 секунд, пока индикатор не начнет мигать. Далее мы ждем, пока мигание завершится и светодиод погаснет. Обычно это 3-8 минут. Если во время перепрошивки LED загорелся постоянным светом через 5 секунд, значит плата не увидела нужный файл. Проверьте имя и формат флешки. В случае с мат-платами Asus, после этой прошивки микрокод Intel перейдет на новую версию, и назад он уже не откатится, даже если вы потом вернетесь на старый BIOS. Это нормально, так задумали сами Asus. Самое забавное, что после перепрошивки BIOS у меня возникла неожиданная проблема с вентиляторами. BIOS начал мне писать, что один из вентиляторов он не может контролить, да, то есть он почему-то не может мониторить его. Вот, и мне пришлось ставить этот вентилятор на игнор. Только после этого система запустилась.
Но я так понимаю, что это какая-то частная была проблемка, чисто у меня. Еще в BIOS я убрал настройку Dual Tau Boost. После обновления BIOS и включения системы необходимо также обязательно зайти в параметры, система, память, временные файлы и там очистить журнал кэша построителя текстуры DirectX. Потому что если вы это не сделаете, игры все равно будут крашиться, так как вы их недавно запускали, и кэш до сих пор присутствует на компьютере. Его нужно очистить. Также под видео находятся дополнительные материалы и более подробные инструкции. После обновления BIOS и чистки кэша DirectX все игры нормально заработали. Буду рад, если смог помочь. Всем спасибо, всем пока.